Всем привет! Мы продолжаем проходить Fatal Frame 4. До финала у нас осталось совсем недолго. Сейчас будем проходить главу за детектива. В общем, на прошлом стриме не мог найти ключ. Оказывается, я его пропустил. Он был возле комнаты художника. Вот, в соседней буквально комнате. Ключ я этот взял, и значит продолжаем. Мне нужно идти вот сюда, в подвал. Там, где у нас из люка шумело сильно. Вот. И потом чуть дальше. Причем даже я немного вперед забежал. Я там наперед чуть-чуть призраков поубивал, но ничего, нормально. Так, нам сюда. Здесь же у нас, да, этот люк? Да. Люк, я твой отец. Так, вот отсюда. Отсюда мы проходим дальше. И ключ я взял, оказывается, вот от этой двери. Ну, почему-то он в эту дверь не пойдет, по-моему. Ключ использовали. Дальше. Угу. У нас алтарь какой-то. Там что, говно на кровати? Я чем-то сейчас Джонни Деппом почувствовал. Ну да, точно, она нагадила на кровать. Так, давай осматриваться. Оп, оп, дотягиваемся. Моя. Записка судебного опекуна. Подготовка к сбору урожая завершена, но вождь еще не дал своего разрешения. Мы должны соблюдать легенду. Если есть тот, кто распустился, соберите лицо трупа. Оторвите его, ибо без лица они не могут свести. Нам запрещено собирать урожай, пока она продолжает дышать. Но кто сказал, что эта женщина на самом деле жива? Правда, в ней еще есть дыхание, но едва. Морозный воздух окутывает ее, замораживая воздух в легких, и этот запах гари, который забирает ноздри. Ничто не может его скрыть, но она долго продержалась в этом состоянии, слишком долго, я думаю. Она как мертвая, и время урожая для сбора пришло. Нам дано указание не прикасаться к ней, не называть ее имени, но я чувствую, как мой страх овладевает мной. Мы должны забрать лицо этой женщины. Я не знаю, сколько еще могу подавлять это желание. В общем, они, я так понял, на ритуале как-то полюбляют лица, что ли, срезать и надевать их маски. Как-то так. Так, что-то еще в этой комнате есть. Вот оно. Давай забираем шарик этот. Оп, камень синий духа. Но если за детектива глава последняя, то в принципе ему прокачка-то особо не нужна. Единственное, что может быть она поможет эти камни для девчонок. Все-таки им побольше времени уделено. Ну да, точно, говно на кровать. Чашира. Да ты сделал. Саяка? Как? Фрагмент маски. Это говно. Дайте его в руки. Это очень важно. Но где Рука? Она там. В том месте, где ты давно ее нашел. Угу. У нас мало времени. Я понял даже, куда идти. Пожалуйста, Саяка. Чашира. Ты снова спас меня. Я особо ничего не делал, ну ладно. Давай забираем кусок маски, похожее на говно. Фрагмент маски. Ключ к спасению руки. Ну и это тоже забираем. Записка от кого-то. Луна отражает луну, глубокий тихий лес. Есть ничего. Давай встретимся снова. Очень содержательно, конечно. Так, мне нужно двигаться. Ну, я примерно
помню, когда туда дойти. Идти, конечно, не ближний свет, но что делать? Мне нужно туда идти, где колодец. Ну, точнее, не колодец совсем, а вот где он их нашел, этих 5 девчонок. Вот в ту степь надо двигаться. Ну, вот это была, в принципе, хорошая подсказка. Быстрее, быстрее. Тетя сзади. Все, убежали. Убежали же? Да. Тетя, не трогай. Тетя, плохо. Все. Так, давай сохранимся. По-быстренькому. Оп. Все, бежим. Вовремя, кстати, прямо в сторону повернул, она бы на меня полетела, и мне пришлось бы возвращаться. Ай, мужичка-то я не успел. Так, давай вот так вот. Я линзы не успел переключить, которая фотографирует их. Что ж. Вот тут мы с двумя тетками дрались. Я не знаю, будут они еще раз. Я потому что вот сюда забегал в поисках этого ключа. Они будут еще раз. Все понятно. Ладно. Как говорится, повторение, мать учения. Так. Вот так. Вот так еще раз. А где вторая? Вот тебе. Так, одну вынесли. Где еще одна? Вот она, родимая. До свидания. Так, и мы сейчас по-любому будем ходить, и нам призрак будет указывать, куда идти. Так что переключаемся на линзу, которая фотографирует. Как раз пока добежим. Тут надо будет через морг, получается, бежать. О, мне вниз, это точно. Алло. 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 Да сейчас я возьму трубку, не торопись. Причем он же умеет бегать быстро. Она пробудилась. Я все это время ждал ее пробуждения. Но я не думал, что дойдет до этого. День спокойствия. Все кончено. Все уйдет. Все. Все расцвели. Моя дорогая сестра. Причем детектив-то у нас умеет быстро бегать. Тут скорее, чтобы не терять антуража, да, наверное, так сделано. Так, попробуем в лифт зайти, а вдруг мы можем на нем в самый низ доехать. Ну, а вдруг? Вот в самый низ. Окей. Чем? Вот, поехали. Вот он, морг. А надо еще ниже, получается. Да, вот сюда как раз. Где он спас девчонок? Ну, по крайней мере, нашел он их. Здрасте. Угу. А ты кто вообще? Так это отец, наверное, одной из них. Ты. Ай.
групповое, так сказать, фотографии. По идее, босса надо как-то выносить. Ай-яй-яй. Так, вот тут надо бежать мимо них, да. -1. Вот этого главное убить. Он сильный, кстати. А еще какой-то штукой стреляется. Не часто такое бывает. Так. Второй маленький умер. Где это? Сзади. Еще. Давай пока побегаем, силу покопим. Ну, в смысле, не силу, а заряд. А то фонарик садится. Здрасте. Здрасте, остатки колбаски. А давай мы ему треснем вот таким вот. Все. А то что-то я шарики не использую совсем. А как он понял, к какой подходить? Они, по-моему, все одинаковые. Меня послала твоя мама. Все будет хорошо. Возьми это. О, Хайбара. Или как его там? Да, Хайбара. Лови его. А он уже умеет бегать. Что они мне сказки тут рассказывают? Этого не может быть. Лифт поедет? Да, едет, слушай. Увидимся там. А где там? Так, но мне определенно не надо в морг. А, лифт сам едет. Это ты, Киришима. Это было очень весело. Наша маленькая игра в кошки-мышки. Но теперь все кончено. А где он? Где он? Где он? Где он? Блин, я не успел его фотографировать. Ладно. Может быть, потом дальше, потом он появится. Долго из-за стенки выходил. Так, а мы тут были, кстати, играя за девчонку. Это выход у нас получается на крышу. Когда она уже закончится. Ну, вот это финальная глава за детектива, ну... У меня тут пару коротких стримов просто было, поэтому... Так-то она проходится часов за 12, по-моему. Ой, ладно, все, не буду я его фоткать. Скоро закончится. Так, давай, сохранение, чек. Мы его догоняем. А почему он с такой же скоростью не бежит за ним? А вот именно с игровой скоростью, которая очень медленная. Да, точно, это выход на крышу. Сейчас будет неожиданный твист. Сюжетный поворот, который никто не ожидал. Ну, по-любому. Такая крыша скудно сделанная вообще. Это серые тряпки, которые прогружаются очень-очень плохо. Ну и, конечно же, луна. Хайбара! 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 Хайбара, ты где? Опа! И нож ему в брюхо. О дела. Футболку испортил, она у нее единственная. Он 10 лет не ходит в этой одежде. Хватит играть кошкой-мышки, все пройдет. Я и ты. Хрусь. А у нас с этого игра и начинается, с этой луны, да, вот отсюда.
Короче, мы всю игру играли, и получается, вот Чешира этот, короче, детектив, он и есть призрак. Теперь я понимаю. Фильм «Шестое чувство», да, по-моему, то же самое был сюжет. Короче, за этого персонажа мы играли как за призрака. Поздравляю. А сколько же лет он тут валяется и смотрит одно и то же? Ну, как бы день сурка. Вопрос. Так, ну за него глава закончена. Осталось еще 2. Исследуя пещеру под лазаретом Хайбары, куда ее и других похищенных девушек забрали, Рука обнаруживает ступени, ведущие еще глубже под землю. Следуя по ним, она попадает на сцену, где использовалась Кагура Рагетсу. Место, откуда ее забрали 10 лет назад, чтобы сделать органом в отдельном ритуальном танце. Заблудившись в своих воспоминаниях, Рука видит своего отца, Сою. Последуя за ним, она оказывается в резиденции Ямацуки, доме, где она родилась. Домой за отцом пришла, короче. 11 глава. Рука Минадзуки. Да-да-да, мы, кстати, вот здесь за нее и закончили. Колодец настолько глубок, что свет не достигает дна. Ну, забавный домик у нее, что я могу сказать. Обряд спуска, маска лунного затмения. Оп, успел отца сфоткать. А какой пленкой я его это сделал? А, ну слава богу, бесплатный. А то... Пленка 61, отлично. Просто замечательно. Но мы должны за ним по коридорам идти. Так. Вот если это открыть, то что у нас? Угу, комнатка. Ладно. Где-то какой-то предмет, вот он. Оп, оп. Забираем. Родословная дома Ямацуки. На протяжении многих поколений дом Ямацуки был известен как мастер масок, используемых в Рагетсу Кагура. Ну, то есть отец ее маски для ритуала делал. Первоначально семья участвовала в традиционных церемониях в более общей форме. Однако первым из Ямацуки, кто стал мастером по изготовлению масок, был Соан. В отличие от масок, сделанных другими мастерами для представления богов или ритуальных ролей. Маски Соана, дальше не прочитать. Во времена Саэцу маски дома Ямацуки считались ставшими как смерть и душа. Они стали гордостью острова Рагетсу и даже были подарены самому императору Японии. К сожалению, в этот момент историческая летопись и катастрофа под названием День спокойствия заслонила наши знания о жизни Саэцу. Поэтому подробности его смерти не удалось передать современным поколениям. Через 2 поколения после Саэцу семейная линия была восстановлена Сагеном, и мастерство масок дома Ямацуки возродилось. Ну, то есть это из поколения в поколение, значит. Они делали маски. Но, видимо, не каждый из них хорошо заканчивал. Так, дальше двигаемся по коридору за папашкой. За папашка где-то ходит. Как я его должен был успеть сфотографировать? Вы чё? Так, а вот это куда ход? Ну, не знаю. Давай пройдемся. Вот, там есть что-то. Пленка 90, вообще балдеж. Блин, ну давай возьмем трубку.
Рука, я вспомнила кое-что из давнего прошлого. Что-то давно забытое. Я хотела подарить тебе кое-что. Как я сожалею, что не смогла. Я оставила это, когда мы бежали с острова. Куклу или маску, интересно? Ну, я думаю, что-то из этого. 10 камней. Так, давай попробуем. Может быть, что-то мы сможем прокачать. 16. Ну да, точно. Вот, 25 таких камней. Блин, и хочется и Коля здесь. Ладно, давай так. Так, ну в этой комнате все, по идее. Сейчас вот до конца здесь пройдемся. А что это? Это не коридор, просто закуток. Зачем он нам тут нужно? Велосипеды ставить? А, и вот еще дверь. Закрыто. Классика. Так, ну, наверное, все двери будут открыты после определенных действий. Давай тогда отсюда выходим, идем за отцом. Давай смелее, открывай. Отец. Отец, отец. Куда он пошел? Вот сюда. Так, вот это сначала берем, потом дверь открываем. Еще 30 камней. Так, вот теперь разговор, конечно. 46 того. Давай так, наверное. Количество очков духа поднимем. Чуть побольше будем зарабатывать. Ее держит закрытая мощная сила. К раздвижной двери приклеены чары. Маски необходимы для церемонии. Угу. Так, значит, мы это дело фотографируем. Вот так. И мне нужно маски собрать. Вот с такими наклейками, я понял. Стой, у меня одна линза, по-моему, не стоит. Или стоит? Тут 3. А почему она бесцветная? Ладно. Так, и, наверное, меня сейчас будут бить сильно, но аккуратно. Поэтому, где мы маску видели первую? Давай сюда зайдем. За каждую маску подраться придется, это по-любому. Оно? А чё она ее не берет? А, вот. Теперь может. Снял чары с маски. Окей. Начинается. Я должен подготовить маски. Как скажете. Ты вернулся? Рука. Мамать. Все. Мамать сфотографировали. Аяка. Дороговато, конечно. Ладно. А почему в черно-белом цвете бегаем? Так, стой. Давай мы... О, кстати. Совсем нету лечилок. Вот так. И на остальные покупаем пленки. Все, по полной программе просто задарился. Давай, наверное, лечилок еще до конца купим. Отлично. А и сохранимся заодно. Все-таки финал, как бы, и тут явно простыми уже, наверное, боссы-то не будут. Хотя
Все возможно. Маска, маска, маска. Где я еще видел? В самом начале я ее видел. Подожди, а вот здесь дверь открыта? А, так и это и есть на самое начало, да? Ну вот маска еще одна. Свет бы... Я должен завершить работу с Саецом. Батя. Ну, наверное. Fatal Frame на тебе, гаденыш. Решил меня, да, сзади напугать? Блин, а ему осталось-то чуть-чуть. В черно-белом свете с ним драться такое себе, конечно. Да как где он? Эй, мужчина, вылезай. Вылезай, дерись как мужчина. Все, улетел. Нет, он еще живой. Или нет? Нет, он еще живой. Сзади, гаденыш. Блин, да он со всех сторон, по-моему. Эй, ты. Ну он за стенками, он вот тут где-то. Эй. В маленькой комнате он нападает очень быстро и сразу же тебя хватает. Все. Если бы не Fatal Frame, я бы, наверное, его очень долго бил и потратил бы много жизни. Так, дядька-то непростой получился, да, чуть-чуть? Ну, я думаю, мне хватит. Так, все, выходим. Тут же собирать больше нечего. А, подожди, я маску взял, точно? Все. Маску взял. Вспомнить бы, где третья. Она тут? Нет, не тут. Хотя, подожди. Блин, верните цвет, а? Может, тут он? Нет, я там первую взял. Вот тут может быть. Подожди, тут Ничего не пойму. Две одинаковых комнаты, что ли? Тяжеловато без цвета играть. Вот, она мне дверь открыла. Спасибо, мать. Но я не буду ее уже фоткать, ладно. Пока линзу переключу, пока все остальное. Да, эта дверь была закрыта, и тут по-любому есть третья маска. Ну ладно, тут уже очевидно. Рука в саду. За 500. Плохо, что я зеленую пленку трачу, но на меня могут напасть в любой момент. Шкаф заклинило, двери не работают, ясно. Маска, да? Так, еще одна дверь. Или маска? Так, цель обряда нисхождения — достичь священного царства, которое является путем от истоков душ и тем, по которым они идут, когда возвращаются туда. Это священное место, освященное луной. Портал во священное царство. Маска мастера Ямацуки, являющаяся маской лунного затмения. Умершие души, ведомые луной, надевают маску и, становясь недействительными, так становятся живыми умершими. Увидеть освященное царство все равно, что умереть и стать духом, поэтому единственный способ для живых достичь освященного царства — это надеть маску лунного затмения. Короче, хочешь в мир духов — одевай маску, вот и все. По большому-то счету.
Где третья маска? Еще коридор. Так, ладно. Пошли в другую сторону тогда. Третья будет на чердаке. Ладно. Кто-то на рояле бацает. Элеонора Хэппи-Инглишевна. Сейчас, подожди. Я зайду туда обязательно. Так, ходов больше, чем я думал. Вот тут комната матери, по-моему. Это должно быть из моей комнаты. Все понятно. А третья маска у нее в комнате. Мы сейчас будем на рояле играть. Поздравляю. Давай на дешевенький кадр переключимся. По-любому сейчас будет флешбэк вот этот. Оп. Стояка и рука за пианино. Ну, это было. А масочки никакой не полагается тут? Может, она потом появится? Так, ладно. Сядем за рояль, откинув фрак. Как это сделать? Так. Песню, которую я репетировала. Мама научила меня этой мелодии. Я почти все помню. Да. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. С первого раза, надо же. Хорошо, молодец. Послушай, Рука. Когда-нибудь, когда ты сможешь играть еще лучше, я хочу дать тебе кое-что. Что это такое? Зеркало какое-то. Дать кое-что. А что? Маски давай мне третий кусок. К бате пойду. Что-то есть вот в этой комнате. Но конкретно что, непонятно. Вот, подожди. Оно? Я сейчас чисто по компасу вот иду. На полу? Вот он. Что это такое? Оп. Оп. Опять дневник. Мама мне сегодня кое-что рассказала. Она сказала, что я родилась от мамы и папы. А у мамы и папы тоже была мама и папа. И так во все времена. Все связаны, все эти связи ведут ко мне. Все эти люди умерли, но это не грустно, потому что благодаря им я сейчас здесь. Было много связей, которые привели меня сюда, так что я очень особенная девочка. Я сказала, что это значит, что мама особенная девочка, а папа особенный мальчик, поэтому я буду с ними дружить. Она засмеялась, когда сказала это. Я очень рада, что мама и папа связаны друг с другом. Я рада, что их связь никогда не исчезнет. Так, они мне вспышками показали какую-то штуку. Типа зеркала какого-то, но оно не здесь. Она, наверное, в доме матери. Ой, в комнате. Пошли туда. Ну, хотя бы цвет вернули. Спасибо и на это. Давай-ка. Да, точно. Дверь открывается. Будет снова драка? Блин, у меня пленка плохая стоит. С дуру бы сильную не поставить. Которая очень. Так, 2 предмета уже точно есть. И маска.
Так, давай сначала маску мы в последнюю очередь возьмем. Давай. Вот это. Дорогая Соя. Дорогой Соя. Я помню, что однажды ты выразил большой интерес к мелодии, которую услышал в моем исполнении. Я решила написать тебе, чтобы рассказать о ней побольше. Эта мелодия называется «Лунная песня». Ты, возможно, не понял, но я являюсь потомком Девы-Хранительницы. Таких дев больше нет, как и нет их кодекса. Я не собираюсь держать это в секрете от вас, но у меня были причины не рассказывать вам об этом, как только мы встретились. Девы-хранительницы считаются одиночками, они никогда не разговаривают и не поддерживают никаких связей с другими людьми. Я не хотела, чтобы вы воспринимали меня именно так. Причина, по которой я пишу вам сейчас, в том, что я хочу, чтобы вы знали историю моей семьи, прежде чем я сброшу их имя и присоединюсь к дому Ямацуки. Как ты знаешь, люди на этом острове всегда считали Луну олицетворением души. Она почитается по отдельности, каждый из наших лунных звуков слабый и слабый. Поэтому нас учили резонировать вместе. Если твой и мой лунный звук будут резонировать вместе вечно, я не знаю большего счастья. Саяка Миназуки. То есть мать написала письмо своему мужу перед тем, как за него замуж выйти. Не совсем понял. Ай-яй-яй. Поторопился. Все. Нету этого. Нет, кстати. Так как меня за эту девчонку еще за руку не хватали, да? То... я думал, секрет этот остался. Ну все, секрет этот исчез. Доболтался. Но я не думаю, что рядом с пленкой 90 будет какая-нибудь пленка нулевая лежать. Скорее, там еще просто какая-то записка была. Ну ладно, нас избавили от чтения. Все чары сняты. Обряд спуска, маска лунного затмения. Все, мы сейчас к пати идем. Так, в этой комнате еще что-то есть? Подожди. А что тут есть еще? Как будто вот на столике что-то лежит. Нет? Здесь есть подставка, на которую можно разместить зеркало Саяки. И оно вот здесь. Ну точно. А его нет. Вот зеркало. Отлично. Лунная песня передается только по линии хранителей и передается от одной девы к другой. Дайте тем, кто ее выучит, зеркало хранителя, чтобы если песня потеряется во времени или памяти, или будет прервана, они, отражая свет луны в зеркале, могли узнать ее снова. То есть она с помощью зеркала теперь стала избранной. Мать передала зеркало нам. Поместите зеркало в подставку. Зеркало отражает лунный свет на стене. Чтобы что? Или на другой? Вот на этой стене. Простите. Я так полагаю, я должен их запомнить как-то. Так, ладно. Это была подсказка на что-либо. То есть это какая-то будет головоломка.
Ладно, пойдем с масками разберемся, что там. Это внизу получается и направо максимально. Странно, даже никто не нападает, не появляется, не кошмарит меня. Так, отсюда куда мы идем? Угу. Ой, здрасте. Ой, здрасте. Ой, здрасте. Вот падла дерганая. Урона не будет. Так, ладно. Давай-ка мы выйдем на вот такую территорию. Так, ну, дядя. Так, дела не делаются. Как неудобно с ним подраться-то. Придется еще что-то съесть. Отвали, отвали, говорю. Блин, вот этот тоже сложно, он быстро нападает. Постоянно прячется за объектами. Придется по чуть-чуть его снимать. Хотя подожди, есть же, наверное, почему? Я не понимаю, каким я буду бить сейчас, эти линзы какой. Они у меня все бесцветные почему-то стали. Плохой удар. Ладно, травы-то мы накупим. Вот какая у меня линза? Почему они не подсвечиваются, я не знаю. Надо красную поставить. Ну ладно, примерно я понял, как этот иероглиф выглядит. Вот такой. Давай, где ты? Его только походу на Fatal Frame лупить. Вот гаденыш. Где он? Все, минус зеркало. Решил рискнуть, но не получилось. Печально. Крайне неудобный призрак. Нападает из-под тишка. Появляется где попало. Дергается вечно. Еще чуть-чуть его зацепить. Ну ладно, хоть так. Хоть так, серьезно.
Только не совсем понятно, это призрак отца, что ли, был? Так, давай лечилок, наверное, докупим. Хотя... 2 и пленки 3. Всё. Посмотрим, может быть, другие призраки будут позговорчивее, скажем так. Так, отсюда вот сюда. А мы сейчас опять, наверное, да, будем с отцом драться? Он же у нас главный тут в этой истории массовик-затейник. На полках есть маски. Они все изысканно сделаны, и в них почти чувствуется жизнь. К одной из них прикреплен узорчатый листок бумаги. Опять то же самое. Партитура лунного затмения. Вход в храм Цукуйоми, где проводится обряд спуска, закрытый, вход запрещен. Для того, чтобы открыть храм, необходимо воспроизвести определенный музыкальный звук, но он был утерян для истории. Но я нашла старую музыкальную партитуру в архивах Хайбары. Они сказали, что использовали камеру обскура профессора Ассу, чтобы восстановить партитуру. Так. Ну я понял, куда идти. А это все куда? Больше мне никуда не надо? О, отец, здрасте. Маска должна принести спасение всем нам. Сой разворачивает свиток. За 1000. Так, я, пожалуй, поменяю пленку. Хотя бы... Да давай на такую. Ну так, чтобы если на случай драки, если что, хоть как-то отбиться для начала. Органная маска. Что-то они сколько раз мне не показывают эти вот фазы Луны, и все равно они как-то по-разному нарисованы. Доктор Хайбара спрашивал меня, почему маска лунного затмения принесла день спокойствия. Ответ прост. Маска лунного затмения, выкованная Саэцу, привела к рассвету сосуда, потому что он не смог создать ее идеальной, и она активировала запретные области разума. Истинная маска лунного затмения заставляет сосуд потерять всю себя и на время стать пустым, во время чего глубины разума открывают дорогу духа. Путь к истоку душ, священному царству, будет что-то там, что-то будет. Не могу дальше опустить. Доктор Хайбара уже провел много экспериментов, чтобы увидеть, как ношение масок влияет на разум. Думаю, что попрошу его помочь мне в выделке маски лунного затмения. Какая причина может быть у него, чтобы отказать мне? Ой, ребят, без понятия. Это дверь? Так, и это тоже не дверь. Ну все, получается, мы из этого дома выходим. Квест с этим домом, я думаю, решен. И раз мне показали, куда идти, я знаю, в принципе, куда идти. Вопрос в том, то, что... Ой, тут пьют, гуляют люди. Островитяне в салоне. Ну все, того не засчитали. 500. Но из дома определенно мы выходим. Опять со ступеньками что-то лежит. Так, значит, вот тут. Вот тут или сзади?
А, я вообще стою на этом, на шарике. Давай, оп, оп, оп. Забираем. 15 камней. А у меня сколько есть? То? 25. Ладно, давай прокачаем. Что уж тут греха таить. У меня все равно только эти 3 линзы. Так, отсюда выходя, значит, мы идем по длинным коридорам. Здравствуйте, девчонки. Органы направляются. Органы, может органы, направляются в Кагуру. Мне за ними. Хотя подожди, давай сюда заглянем. Чего бы нет? Закрыто. Значит, сюда мне надо потом. Так, здесь никак не пройти. Нам нужно отсюда, коридора с этого, спуститься вроде ниже. И тогда мы попадаем в храм. А если выше, то мы попадаем... Арисака и Надзума, привет. Я тут чуть призраков чуть не упустил. Да, вот, значит, они спускаются в храм. Все верно, я иду. И, наверное, в самом храме уже внизу Код Вейн. Слушай, я не думал пока. Может быть. Это же у нас вроде типа этого соузлайка, да? В аниме стиле, если я не ошибаюсь. По-моему, тут храм. Ну-ка, давай прикинем. Да, это тут. Я все верно пришел. Просто так мне шарики не дадут покрутить. Подожди. Давай вот так поставим пленку. Не знаю, посмотрим. Может быть, может быть. Вот я сегодня планирую пройти 4-ю часть от этого Fatal Frame. И сегодня вот, допустим, в Брофорс в кооперативе вечерком поиграем с чуваком. Брофорс пройду. Не знаю, пока вроде после Брофорса особо планов не было. Может быть, Код Вейн заценил. Не знаю, не обещаю. А чё, прикольная игруха? Меня, говорит, забрали. Забрали во время Кагуры в тот день. Здесь, внизу. Глубоко-глубоко вниз. А, ну вот опять. В Каку говорит. Там, где ее нашли. Туда ее утащили. Там, где второй ритуал, где мы куклу находили. Танцовщица стоит в маске. И драка опять. Все понятно. Здрасте, дети. Встаньте, дети, встаньте в круг. А сколько их тут? Я не вижу. Давай, 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 давай. Ну куда спряталась-то? Оп, Fatal Frame. Да ладно. А как так-то? Очень интересно. Херачил ей Fatal Frame, все равно не дочитали его. Я сейчас играю, игруха прикольно, особенно если играешь без союзника. Там какие-то типа с тобой эти суммонеры бегают или что? Ну, точнее, ты союзников призываешь. Надо вообще, в принципе, геймплей посмотреть, чтобы было понятно.
Так, меня тут детишки дрючат. Давай вот так хотя бы им по чуть-чуть сносить. О, беда, разрушение. Не дают нацелиться даже. Давай им хотя бы по чуть-чуть как-то сшибать. Вот одна прям очень быстро бежит на меня. Дети, блядь. Кусают меня за ноги, значит. Надо, я думаю, какому-нибудь детенку как раз сильный удар вкорячить. Прям промеж глаз вообще. Вот так вот. Да ладно, и это не помогло. Все, минус девчонка, это точно. Где вторая? Ну иди-ка сюда. Вам. 14 косарей. Слушай, а детишки-то жирные. Они, походу, после фастфуда какого-то. Прям упитанные, на них много надо пленки потратить. Ну, если совсем пленка сопливая. Где? Где? Вот он. Иди сюда. Это призраки в последнее время какие-то странные нападают. Третья? Или это та же? Они все очень быстрые стали. Так, давай-ка отбежим. Вот успел. Давай-ка, чтобы не рисковать. В горячем еще немного хилов. Опа. Ну теперь это точно Fatal Frame попалась. Вроде одну шатал. Сколько их еще, мне интересно. Да, у нее полное здоровье, вы еще прикалываете. Ну это вроде досталось. Вот так вот. Еще минус одна. Непонятно, где находятся они. В принципе, когда ты идешь вперед, даже они любят на тебя вылетать. Но тогда дистанция между вами сильно сокращается. Ой, иди-ка сюда. Пойдет? Пойдет. Бля, что до этого призраки отца выскакивали довольно-таки быстро и прятались сразу же вообще. Что с девчонками этими второй раз деремся, они... Слава богу, что они без босса. Так, ну все, это были последние. Пошли теперь шарики крутить. Маску поставил. Вот теперь на алтаре крушение сдвинулось. В общем, давай, да, крутим. Подсказка. Вот. На алтаре расставлены глобусы с лунными узорами. Это лунный орган или орган? Орган, наверное. Да, это лунный орган все-таки. Так. Нет. Вот это так делаем. Подожди, а разница какая-то есть? Ладно. Не, наверное, я думаю, разницы никакой нет, в каком положении шар относительно вообще там кручение, верчение. Так, это сюда? Нет. Это вот так. Это вот так. А, и все. Похоже, что сработал какой-то механизм. И чё?
А по классике там откроется дверь проходная. Я же говорил. А, я говорил. Исследуйте храм Цукуйоми. Это нас туда всем стадом долго вели глубоко вниз. Ну, судя по поведениям, да. А, 116 тысяч есть. Что мы докупаем? Давай упор на лечилки сначала. 27. На остальные пленки, да, нормально, слушай. Цены, конечно, местами тут кусаются, если... Но и, в принципе, очков тебе неплохо накидывают. Я не успею их сфотографировать. Ну, хотя можно, если бежать прям. Так, что-то есть тут. Во, на стенке. Дотянулся, но аккуратно. Камень духа. Я, по-моему, все потратил, да? Да, я все потратил. Скорее всего, последняя глава будет просто драка с боссом. Не более того. Ее и молодая рука. Ее Хайбара. Ее тащит за руку. Который у нас... В общем, главный злодей это Хайбара. Который у нас убил детектива. За которым детектив бегал всю игру, будучи покойником. И он еще утаскивал девчонок мелких на ритуал. Не который для путешественников, ну, для туристов, а который прям конкретно вызывающий духов. Так, где-то тут что-то есть. На стенках опять? Вот, да, слушай, на стенках начали лепить в последнее время опять. Иди сюда. Чик, чик, забираем. 30 камней, вообще балдеж. Слушай, да мы так прокачаемся? Вот в этом плане. Я не совсем понимаю вот это вот описание. Увеличивает максимальное количество сохраненных очков духа. Это имеется в виду, когда ты наводишь объектив на призрака, и он исчезает, у тебя луны не так быстро падают, или что? Не совсем понятно. Ладно, просто качаем. Не спрашивай ничего, просто качайся. Я не знаю, смею ли я собрать еще 54 штуки, чтобы качать максимальную мощность. Но, у меня есть пленка волшебная, которая разматывать должна духов просто вообще на раз-два. Я не успею, да, их сфоткать? Да. Тютельку вообще. Они только исчезли. Подожди. Давай вот такую пленку хотя бы поставим. Вот я прокачал максимальное количество очков духа. Это значит шарики внизу. Их стало не 4, а 5. То есть я могу чуть-чуть посильнее ударять, если что. Эх. Ну, определенно все за игру не прокачать. Тут надо конкретно, наверное, знать, что качать. Ну, нас этот Хайбара тащит туда, где ритуал. Как она медленно бегает, а? Что у нее с ногами, интересно? По 500 дают все время. Ну, сейчас два варианта. Либо будет драка
либо следующая глава просто. Раз, два, три. 15 камней. Не знаю, хватит, нет? Не хватает. Ладно. Вообще не мешало бы сохраниться, конечно. Потому что, если что, как в первой части это было, ты там минут 40, по-моему, должен был бежать до финального босса. От ближайшего сохранения, я имею в виду. Да, она говорит, я тебе на острове кое-что оставила. Вот эта штука. Кукла валяется. Может оббежать? Да вряд ли, наверное, что-то тут есть полезного. Просто пошли за куклой. На нее аж прям свет струится. А, и маска еще она мне оставила. Как любезно. Что у нее с кожей? В районе декольте. Такое ощущение, что она грязная какая-то. Это, наверное, скорее всего, свет такой. Вот это уже конкретный ритуал, который был не для всех. Вот он, Хайбара стоит, мужик, который делал маски, отец ее. Она, наверное, среди девчонок молодых стоит, а в середине танцует ее мать. Наверное. Насчет матери не уверен. У нее лицо треснуло. Все, и они все падают. Классика. Детектив там. Сестра. Как это случилось? Соя явно не смогла сделать идеальную маску. Явно не смог сделать идеальную маску. Она должна быть идеальной? Почему? Чтобы не слетать, почему? Заберите ее, но внимательно следите за ней. Мы можем что-то узнать. Мия. Я всегда буду с тобой. Ну и, короче, всех по углам растащили. Найден фрагмент маски. Это все. Я понял. Наверное, надо выходить отсюда. Что тут еще делать? Ой, беда, разрушение. Попробуем убежать, если дверь не открывается, значит надо с ним драться. Дверь открывается. От нее надо просто бежать. Ну и там по дороге заодно сохранимся. Вот почему у нас главные персонажи медленно бегают. Призраки летают еще медленнее. И вы по скорости примерно одинаковые. Но главное, чтобы ты нигде не застревал. И ты, получается, получаешь такое чувство погони. Ты жертва, за тобой гонится призрак, которого не убить. Ну, в принципе, во всех частях персонажи бегали медленно. Ой, не туда. Вот о чем я и говорил, тихо, не застреваем нигде. Призраки через стенки летать умеют. Ой, беда. Ой, беда, схватит все это ваншот. Так, тетя, аккуратней.
Я же говорил, ваншот. Походу автосохранения нету, да? Автосохранения нет. А все равно ты не успеваешь их сфотографировать. Так. Давай самую дешманскую пленку поставим. Стой. 2 предмета. А как интересно от нее убежать, если она... Ну, наверное, просто надо нигде не застревать, скорее так. Я думаю, как от нее убежать, если ты не можешь... ну, как бы она появляется и прямо из-за ступенек. У меня 2 раза это прокатило. На 3-й раз она меня просто поймала. Так, ладно, все это потом мы прокачаем. Оп. Успею? Да, успею. 4 раза мы должны их будем сфотографировать. 1 раз за 1000 и 3 по 500. Нам не нужно 900, 2 по 200 и 500. Да, и возле дверей 3-й раз, 4-й раз будет. Тут еще проход такой одинаковый, и ты не совсем понимаешь, в какую сторону. Главное тут, наверное, первая степенная задача вообще ни разу не запутавшись пробежать. То есть не застревая ни в одном проходе. То есть право-лево четко знать, в какую сторону. Но блин, ну тут такой одинаковый коридор вообще. Чё, берешь? Давай. Оп. 45 красных камней. А, нет, подожди, 20 мне красных камней дали и 30 синих. Заставочку придется посмотреть до конца. Ну, в смысле, вот эту кат-сцену про ритуал. Про девчонку, что ждет, что в слезах. Главное до сохранения вот до того добежать. Быстренько засейвиться и все. Дело в шляпе. Все-таки, мне кажется, надо просто четко бежать, никуда не сворачивая, не застревая в углах, тогда она тебя не поймает. Может быть, этот призрак рандомно на тебя летит, не знаю. Бла-бла-бла-бла-бла. Это можно как-то убрать? Пропустить сцену. Вот. Видели. Видели, знаем. Где дверь вообще? Вот она. Полетели. Прям спринтерский забег. В этот раз она прямо передо мной все время появляется. Прям у лобового столкновения тетя просит. Попробуем еще раз. Может, повезет. Вот эту дорожку еще, ну, как бы нормально оградили фонарями.
Она несложная, она ну, как змеевидная, зигзагообразная. Но вот когда ты начинаешь подниматься по ступенькам вот здесь, просто непонятно, тебе направо или налево. Хоть записывай. Так, угадал. Направо. Потом еще раз направо. Потом налево. А тут непонятно. Ящик. Потом опять направо. Наверх. Все, отлично. Получилось. Ой, да не орит. На свечке ориентируясь, получается лучше. А где сохранение? Выше, что ли? Да не мог же я сохранение пробежать. Значит, еще выше. Мне нужно туда идти, где дверь была закрыта. Так. Что мы можем? 119 тысяч. Покупаем, значит, лечилок. Сколько у меня было? 27 тогда, да? Вот так. Берем лечилки. Пленку. Пойдет. Ну, что уж тут. Гулять-то гулять. 28 возьмем. Так. Качаем камеру. Не хватает. Вот это качаем. Вот хранение давай. Полная версия. Вот две бы еще прокачать, но, увы, таких камней больше нет. Все, возвращаемся. Сохраняемся. На всякий случай, вдруг игра решит заглючить, еще что-нибудь. Потому что финал вообще не загораем. Так, и все, и топаем, топаем туда, где папашка у нас сидел. Маски свои делал. Нам туда. Чуть дальше храма получается. Так, это от храма получается. Нам нужно сейчас направо. А потом... А потом налево. Ладно, примерно помню, куда. Там еще раз наверняка мы будем с батей драться. Ну вот. Она должна была быть идеальной. Почему? Он себя винит о том, что у него маска плохая получилась. А по заданию что там написано? Следуйте за человеком, похожим на вашего отца. В смысле похожим? А ничего, что это он и есть, как бы. Давай, пожалуй, пленку мы поставим. Зелененькую. Пригодится. Так, и надо что-то сожрать. Драка неизбежна. Меня прям ведут. Так, а где у нас папашка? Угу, значит, еще сюда надо поворачивать. Угу. Вот в эти двери мне надо. Все. Иду верно. Я потерпел, говорит, неудачу. Ну, что же ты такую маску-то хреновую сделал, что она аж на лице лопнула. Так, давай, наверное, мы сейчас перед этим всем делом сходим сейчас на перерыв. Сейчас я подойду через 3 минуты. Будем батю бить.
Открыть. Отец. Запечатлели тетю. Рука, направляющаяся на встречу с Соей. Блин, я опять хороший кадр использовал. Тут у нас что-то будет в этой комнате? Да, что-то есть. Она дальше. Она на алтаре, скорее всего, лежит. Да, тут и свечение посильнее. Только аккуратно. Еще кусок маски. А сколько фрагментов мы должны тогда собрать? По-моему, у меня сейчас 3. Одну мать дала, одну я нашел, где ритуал проводился, и сейчас, получается, 3-ю вот я собрал. Насколько маск, насколько этих частей маска-то разделилась? Не успею. Успел. Блин, опять хороший кадр. Нерешительная рука. В смысле нерешительная? Что тут решаться? Вот она единственное, что помнит про отца, то что он стоял, сидел, стучал молотком. Папа Карло. Отец. Повернись хоть. А он сам в маске. У него жизнь удалась, походу. Рука. Ну да, вот сейчас мы с ним драться будем. Я завершил маску лунного затмения. Все, драка. Да. Сразу пати на сандалим, как следует. Опа. Да ладно, и потом фрейм не прошел. Отец, ты чё? Серьезно, отец шотает? Ну ты, папашка, даешь. Интересное кино. Так, ладно. Там бы поблизости где сохраниться, чтобы так далеко не бегать. Так, и давай мы кадры такие поставим. Так, а я прокачку еще мне не засчитали. Или подожди, или засчитали. Стой, загрузка. $31. Вот это. Вот этот файл загрузим. Как раз там будет прокачка и все остальное. Угу. Он меня, наверное, с одного удара убил, потому что у меня было мало жизни. То есть он за один раз, походу, сносит у тебя половину. Хотя странно, я его на Fatal Frame поймал. Его не засчитали. Иногда они почему-то его и не засчитывают. Ну, по классике, короче, у нас Fatal Frame эти... это какие-то секунды просто. Это прям высший пилотаж, чтобы на Fatal Frame всех ловить. Сейчас он тут будет один раз, и потом второй раз еще. Во второй раз я его не успел фотографировать.
Сейчас проверим. Надо как-то четко в ракурс попасть, чтобы его прям с угла сфотографировать. Успел. Теперь успел. За 1000. Так, пленку. Ладно, попробуем еще раз зеленой с ним подраться. И причем надо его выводить, скорее всего, в другую комнату. А, и там же еще две руки будет. Ладно, ничего страшного. Это сюжетный предмет, так что за него за руку не схватят. Вот сюда надо отца выводить. Вот в этой комнате с ним драться тут удобней. А то вот эта комната Г-образная, ну такое. Так, смогу, нет? Успел. Рука нерешительная, одна штука. Пропустить сцену. Поворачиваемся и сразу же выбегаем. А, меня не пускают. Вот это печально. А, мы сразу же в этой комнате с ним дерем. Ну ладно. Эй, батя, аккуратней. Да, половину он забирает. Раз, два. Полное здоровье надо держать. Слушай, он промахнулся. По чуть-чуть его будем сносить. Не будем рисковать. Где он? Где он? Удачно. Алло, папа, ты где? Прилетела папашка. Он будет сзади. Да. Неплохо сейчас. Ай. Ничего страшного. Я ему 3 фаталфрейма сделал. Тут главное на один хотя бы попасть его. Ему уже будет больно. Давай, тебе чуть-чуть осталось. Старый пес нас покинул. Рука. Затмение начинается. Начинается, подумаешь. Глава-то заканчивается.
Так, ну давай на первую. Вот тут. С середины текста я могу только начинать читать. Что-то там надел орган маски на собственную дочь и 4 других девушек и заставил Сакую танцевать в качестве сосуда в ряде спуска. Но обряд не удался, Рука потеряла память, а Сакуя погрузилась в сон, похожий на смерть, пока однажды она не проснулась. Сакуя, которая не должна была проснуться, которая не могла проснуться. Смерть ее друзей, массовое исчезновение жителей острова, как положить... Короче, во всем виной отец, который маски делал. Он и дочь свою... Финальная фаза Рука Минадзуки. Он и дочь свою пристрастил к этим ритуалам. И жену в середину поставил ритуала. Жена в кому, а дочь память потеряла. Вот и все. В принципе. Как раз. Луна. Мне туда надо будет идти. Ну, походу, на маяк. Ищите следы своего отца. Так, ну отсюда-то мы определенно выходим. Как на маяк попасть? Хотя подожди. Тут тоже будет проход? Отец всегда был здесь, делал свои маски. Все, что я помню, это звук его молотка. Его спина, обращенная ко мне. Я не могу вспомнить его лицо. Как оно выглядело, когда он повернулся ко мне лицом. Без понятия. Он был тоже в маске, кстати сказать. Еще 20 камней. Отлично. Так, подожди. Предметов полно еще. Наброски сои. Тот факт, что никто никогда не видел священное царство, не означает, что его не существует. В конце концов, даже когда луна опускается и полностью скрывается от глаз, она не перестает существовать. Говорят, что искусство дома Ямацуки достигло своего пика во времена Саэцу. После дня спокойствия маски, которые он делал, боялись, и все они были сожжены. Остались только изображения, выгравированные в подземном святилище, в храме Сюген. Форма маски лунного затмения должна была возникнуть в этом святилище. Я приблизился к этому мастерству за долгие часы, проведенные в этом святилище, совершенствуя себя, но этого недостаточно. Когда доктор Хайбара показал мне фотографию солнца, вдохновение пробилось сквозь тучи, и я понял, чего не хватало. Давным-давно профессор Кунихико Асан пришел посмотреть на Рагецу Кагура. Он сделал фотографии, и на одной из них я увидел это. Я увидел маску лунного затмения, сделанную Саэцу. Другие могут не видеть ее, но я вижу. Я не знаю, почему эта маска, давно забытая, появилась на фотографии. Говорят, что камера обскура может показать прошлое. Возможно, она запечатлела какой-то духовный остаток Саэцу. Фотография немного искажена, но интенсивность маски лунного затмения, цель Саэцу передана идеально. Я должен превзойти Саэцу. Я должен достичь цели его жизни. Я должен выковать маску лунного затмения. Прям одержимость какая-то у меня. Я сделал все, что смог, использовал все доступные средства и создал идеальную маску. В ней не было ни единого изъяна. Почему же она расцвела? Почему обряд нисхождения не удался? Ведь дело в сосуде или органы. Какова бы ни была причина, резонанс начался, теперь его ничто не остановит. Полагаю, самое меньшее, что я могу сделать, это стать свидетелем отца своими глазами. Это все, что я заслужил. Слушай, а где она вставала? Мне туда, что ли?
Я думал, что Сакуя обречена вечно скитаться в пустоте, но она проснулась. Бесшумно и эффективно, как цветок, раскрывающий свои лепестки в ночи. Возрожденная Сакуя гуляла по острову. Каждый, кто видел ее, расцветал. Даже те, кто пытался сбежать по морю, и те, кто прятался в пещерах. Скоро она придет за мной. Все, что я могу сделать, это пойти в то место, где я провел столько часов, создавая маску лунного затмения. Это где-то в пещерах. Там тихо. Не совсем понятно, куда идти. Что случилось с моим отцом? Куда он делся? Сзади алтаря дует ветерок. Похоже, его можно передвинуть, переместить. Конечно. Я уже думал, надо будет искать где-то проход. Что-то в этом роде. Все, идем за отцом. Зачем ему такая была маленькая дверь? Он что, себе не мог дверь побольше выдолбить? То есть, если она тут в полуприседе ходит, то ему надо было проползать в эту дверь. Все-таки он ростом-то повыше ее будет. Они все расцветают. Так, ну я хотя бы самым дешевой пленкой ее сфотографировал. Думаю, все-таки перед боссом финальным будет какая-то точка сохранения. Там мы докупим лечилок, пленки 90-го типа и нулевые пленки я не тратил. Так что мы сначала с финальным боссом пристреляемся, посмотрим, как ему урон наносить. А потом уже будем использовать все подручные материалы. Ну, более сильные пленки, я имею в виду. А мы прям за ней идем, да? По 1000 дают, слушай, за каждый снимок. Неплохо. Деньги мне возвращают, чтобы купить лечилки там и все остальное. Пленки там какие-нибудь. Почему-то, мне кажется, босс будет финальный не очень сложный. Главное знать, как с ним драться. Ну, типа тактика. Хотя какая, в принципе, тактика? Тут у боссов нет вообще тактики. Просто лупишь их в определенный момент и все. Опять на стенке что-то? О, нашлось. Оп. Тут, я думаю, давненько не было. 20 камней. А сколько мне еще не хватало? Ой, сомневаюсь, что мне 40 штук дадут. Да ладно, опять ты? Ну ты, дружок. Приставучий. Но у него теперь жира не так много. Как-то он побыстрее сносится.
Нормально, улетел. Где достаточно места, чтобы пролезть? Ну, так пролезь, что ты тупишь-то? Если отец много часов провел вот там, куда мы сейчас идем, маски свои делал, то зачем ему такие были маленькие проходы? Ну, просто зачем? На гнома-то он вроде не похож. Ты тоже расцветешь. Саку идет с кем-то навстречу. Подожди, блин. Угу. Тут лабиринт, короче. Хотелось бы все осмотреть. Закрыто. Угу. Нам потом сюда надо будет. Так, и у нас еще один ход есть. Получается, от масок надо чуть-чуть назад вернуться и направо где-то повернуть. Или налево. Ну, короче, смотря как относительно стоять. Так, вот тут у нас к маскам проход. Да, она сюда шла. Но проход еще есть вот тут. Куда ведет? Все равно, мне кажется, в итоге мы должны... Угу, забрал. Мы должны на маяке оказаться. Рагецу Кагура должна умиротворять мертвых, но интересно, действительно ли они так страдают, что их нужно умиротворять? Доктор Хайбара считает, что души этой коллекции воспоминаний, их нельзя уничтожить. Если это правда, то смерть это не что иное, как бесконечные воспоминания, бесконечное одиночество и бесконечные страдания. Можем ли мы облегчить страдания умерших, уничтожив эти воспоминания? Существуют маски, которые могут это сделать. Маска сосуда позволяет ей потерять себя. А маска... Вообще, ладно. Саэцу думал, что после потери памяти останется нечто большее, чем забвение. Как бы не уменьшался круг, всегда остается точка. То же самое происходит с людьми и душами. Круг у каждого свой, но если его постоянно уменьшать, он превратится в точку. Эта точка — священное царство Саэцу. Меня завораживает эта идея. Я считаю, что это место, из которого мы приходим в момент рождения, и место, через которое мы проходим в момент потери себя, освященное царство есть в каждом из нас, как и спасение. Саэцу пытался достичь священного царства, используя маску лунного затмения. Не в этом ли истинная цель Рагецу Кагуры? Нет, истинная цель обряда спуска. Поэтому Саэцу оступился на пути к спасению, но я, Соя и Мацуки, выкую истинную маску лунного затмения. Значит, я уже начинаю путаться в их. Кто кого куда ковал. Короче, ну приблизительно понятно. В основном виноват папашка-то, который маски делал. Ну и Хайбара там еще. Вот и отец. Сакуя в ожидании уничтожения. Блин, я бегаю тут, зеленую пленку трачу, просто расточительно. Здравствуй, отец. Он ждал, в общем, когда к нему придет тетя, которой лицо расплывается. И он ей говорит: Шишикака. Я чувствую странное спокойствие, несмотря на приближение неизбежного конца. Я провел много времени в этом месте со своими масками. В поисках Саэцу, посвятив себя совершенствованию своего искусства и производя даже искусство времени Саэцу. И все же я пригласил день спокойствия. Но теперь я думаю, что, возможно, моя маска
Понятно. Если в следующее затмение Сакуя совершит обряд спуска, она расцветет еще больше. Это цветущее лицо, именно та маска лунного затмения, которую я искал с Саэцу. По крайней мере, такова моя последняя гипотеза. Сакуя скоро будет здесь. Пока она не придет, я хочу остаться здесь и насладиться тишиной. А мне за ней. Блин. Вот о чем я и говорил. То, что пока я кадры переключал, у меня призрак пропал. Я не знаю, короче говоря. Либо зеленой все время пользоваться, но тогда ты без кадров остаешься. Я просто зеленую ставлю, что на тот случай стараться придется. Хотя там переключить, в принципе, тоже не очень сложно. Мне сюда. Тут уже, в принципе, на этом этапе головоломки закончились. Думаю. Они все тают во тьме. Сакуя направляется к пляжу. Поплавать решила. А что это она решила поплавать? У нее лицо все цветет. Где предмет-то? Вот он. Еще 10 камней. Ну слушай, может быть на максимальные удары нам хватит, а вдруг, если нам будет вот так по десятке отщелкивать, то будет отлично. Но она явно не сюда пошла. Так, а мне что, изучать или что? Короче, призрак пропал. Еще 10 камней. Призрак был где-то сбоку, и она ушла вон туда, оказывается. Ладно, поздно. А я дотянусь до него? Да. Люди у ворот Тории. За 2000. Неплохо. Я говорю, мы к маяку бежим, но не зря его показали в начале главы. Затмение почти завершено. И эта пещера должна вести к маяку. Сакуя должна быть направилась туда, самое близкое место на острове к Луне. Ну, просто, наверное, самое высокое место на острове. Близким-то его вряд ли назвать. Ну, тут еще, опять же, трудности перевода. На маяке-то мы по-любому еще с кем-нибудь подеремся. Вот не хотелось бы в таком ограниченном пространстве драться с финальным боссом. Они становятся как все одним целым. Ну, хотя бы хорошо то, что не пришлось по всем островам. Давай, 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 бежим. Да ладно, а почему у нее жира так много? Вроде пленка нормальная стоит. Понятно, заряд не до конца набранный, потому что... Надо, чтобы она четко была сзади. Рядом. Понятно. Еще раз придется пробежать мимо. Ну ты тетя.
Да где он? Не засчитали, вот опять не засчитали Fatal Frame, зато урона она тебе наносит просто в вагон. Да ёп, серьезно? Да отвали. С принципа не буду другую пленку использовать и шары тратить на нее. Закрыли в коридоре, блин. Теперь возись с ней. Все, поплыла. Эй, почему я назад не могу идти? Это он во что-то уперся. Далеко. Станция. Пойдет. Ну, естественно, она исчезнет. Блин, а жизни-то у нее осталась вообще ерунда какая-то. Почему сейчас Fatal Frame не было? Блин, с самого начала, серьезно. Вот ни сохранения, ничего нету. Быстрей. Сейчас чуть побыстрее, конечно, это дело пройдем. Блин, меня вот эта тетя беспокоит, которая в коридоре туда-сюда летает в разные стороны и очень сильно лупит. И жира-то у нее достаточно. Сейчас, наверное, такие призраки и будут все время.
Ой, быстрее иди. Плохо, что до ближайшего сохранения очень далеко идти. И куча всего сделать надо. Вот то же самое было в первой части. Говорю, там минут 40, по-моему, до ближайшего было сохранения топать. Куча всех перебить надо, куча призраков. Но финального босса тоже, естественно, с первого раза не убьешь. Ладно, будем надеяться, что мне повезет. Да, придется больше этих, больше лечиться, больше жрать травяной этой отвара этого, или как он там. О, берем. По-моему, единственный призрак только здесь за руку хватает. А, блин, сейчас еще с дядькой драться. Подожди, или попозже. Сейчас, по-моему, призрака мы фотографируем. Нет, сразу деремся. Ладно, я готов. Вот они все такие. Они дергаются. Интересно, можно было от него убежать вообще? Так, там у нас записка, короче, идем. Идем только так. Шикака. Тут она, в общем, папашку посетила и пошла сразу на выход к маяку. Так, у нас еще, по-моему, дважды, да, она будет появляться. Или больше. Вот что мешало ему вот тут хотя бы сохранение поставить? Так, по выходу у нас еще тут будет.
бы очень, правда, не хотелось проигрывать, но... Хоть все средства, наверное, хороши, да? Хотя я не то фотографировал, но ладно. Один единственный светильник поставили бы, вот. Так, еще, по-моему, до драки, да? Еще одна фотография будет. А как в таком коридоре с ней драться? С учетом того, что она постоянно туда-сюда вот так вот прыгает из стенки в стенку. Может, на улицу ее вывести. Мне кажется, она на улице за мной не пойдет. Но можно попробовать. Либо тупик будет. Так, ставим пленку. Пока она прячется, я пробегу. Ай, не то делаю. Пока будем отходить назад, мы ее подамажим еще. Нечестно, я считаю, призрак. Давай, тебе осталось чуть-чуть. Все, до свидания. Ну, призрак, правда, нечестно, я считаю. В узких коридорах с ним драться такое. Ну, сейчас они все, наверное, такие будут. Много жира, быстрые и в узких пространствах. Мы сейчас долго и упорно будем подниматься на маяк, да? И, наверное, с призраками драться на лестницах. Такое. Блин, а точно сохранения нету? Вот вообще никак. Вот оно. Ух. Ой, балдеж. Так, так. 8 на остальные. Отлично. Сохранение переписываем. Я считаю, что я отлично прошел вот этот участок. Прям ничего не забыл, все сфотографировал. Финишная прямая.
Я просто представляю, как на Nintendo Wii было бы сложно играть на пианино и ловить этих призраков. На геймпаде все-таки поприятнее эта игра проходится. Да, идти нам еще долго. Теперь настоящая маска наконец-то обретет форму. Лицо Сакуи — истинная маска лунного затмения. Все расцветет. Сколько раз мы будем с ним драться, скажите сразу. Ой, блин, как вы достали, а? С одинаковыми вот этими вот ударами, призраками. Йо. Не было почему-то потом фрейму второй раз. Не, ну с ним драться на лестнице такое себе. Да, пожалуй. Держим полное здоровье. Не успел. Добил? Отлично. Так, Хроника касается Ямацуки. Если тот, чье лицо стало как маска лунного затмения, еще не раз совершит обряд спуска в ночь лунного затмения, возникает великий резонанс. Этот великий резонанс поглощает остров и распространяется от него, заставляя все расцветать. Единственный способ запечатать этого человека — истинная маска лунного затмения. Поместив ее на себя и совершив обряд нисхождения, вы отправите их дух обратно на Луну и заставите резонанс прекратиться. Знайте, что вам запрещено смотреть на лицо того, кто стал маской лунного затмения. Только надев маску, ты можешь смотреть на нее, но знай, что, делая это, ты подвергаешь себе опасности расцвета. Музычка какая-то играет. Слушай, что-то появилось. Давай заберем. Спустимся вниз. И проведуем еще раз магазин. Бля. Все, нет предмета. Ну, с папашкой я уж точно драться не буду еще раз. Подожди, а как нам до магазина добраться? А, вот он, спуск. Я хотя бы сейчас аптечек докуплю. Сохранюсь еще раз, чтобы с ним драться еще раз не пришлось. Потом только чтобы тупо наверх подниматься и все. Проход такой длинный. Так, давай сначала 4. Дорого. 73 кадра. Ладно, все, поднимаемся.
Надеюсь, еще раз отец этот кошмарить не будет. Мы уже, получается, сколько раз? Один раз в доме с ним дрались. Один раз... В общем, это был третий или четвертый раз, получается. Зачем столько? Ничего не могли других призраков придумать. Отец же, по идее, дождался, пока вот эта тетка с расплывчатым лицом не придет, которая цветет вся. Она его замочит, и все, как бы. По идее, его историю можно было на этом обрывать. Но они все равно еще раз его показывают. Так, еще какие-то двери. Еще 3 прохода получается. Ну, тут закрыто. А здесь? А, ну все, тут сломано. Хорошо. Это на волынке, что ли, играет? Я не могу понять, либо это очень красивая мелодия, либо наоборот это какая-то какофония. Тут как будто 2 мелодии одновременно играют. Опять драка, опять с отцом. Вы издеваетесь? Так, ну я в принципе-то ничего не упущу, если начну дальше продолжать подниматься. В принципе, его же не должно быть тут дважды, да? Они специально тут сделали лабиринт. Ай, отец, не трогай меня, отец. Так, еще выше можно. Сколько здоровья? Отлично. А то он меня, смотрю, за ногу то подергивает по чуть. Хоть второго не появляется. Дальше бежим. Можно наверх пройти? Так, мне везет, можно. Где он? Хотел я в него пострелять, но они меня переубеждают в этом. Вот он. Остановился, называется, на подраться. Минус 2 лечилки. Какими-то головами стреляет еще. Надеюсь, эта дорога не будет бесконечной, пока ты его не убьешь. Это будет печально, как минимум. Где он? Ладно, спрятался.
Спрятался с угла, дамажит меня, падла. Иди ты. Когда-нибудь придем к консенсусу с этим мужчиной или нет? Немного прилетело ему. Ай-яй, сзади он. Ну, он меня тоже не ловит, так что это хорошо. В какой-то мере. Походу, эта дорога будет бесконечной. Пока он не умрет. Ни он не попал, ни я. Доктор, я вас вижу. Давай, осталось тебе чуть-чуть. Гаденыш, наконец-то. Так, ну теперь вроде музыка-то более мелодичная. Да. Да вы издеваетесь. Сколько раз я должен с ним подраться? Ну серьезно. Печаль в том, что если ты проиграешь, ты побежишь заново этот марафон. О, я кажется, добежал. Или нет? Подожди. Меня, по-моему, меня возвращает все время. Да где он? Ой, не бесите, а. Ой, как это раздражает, серьезно, потому что я занимаюсь одним и тем же. Я поднимаюсь по какой-то бесконечной лестнице. Бью одного и того же призрака. Зачем мне это надо? Мы этим в Марио занимались в последнем уровне. По Марио все-таки побыстрее, да? Давай, отстань. Давай еще на этаж повыше. Хотя разницы никакой.
Специально, чтобы ты к финальному боссу просто без жизни не пришел. Без всего запаса, который ты набрал за игру. И опять, естественно, не попал на Fatal Frame. Все нормально. Да, будем стоять на месте, пытаться тут его поймать, потому что эта лестница будет бесконечная просто. Мы не закончим никогда. Я только пленку так расходую и все. Плохо, что призрак-то... Блин, сколько раз я его должен убить? Вообще призрак-то не самый простой. Он просто изо всех стен лезет. Еще и стреляет совсем. Он еще живой. Где он? Потолок, стена. Нет. Очень душная эта история. С лестницами и призраком. Я не понимаю, сколько его. 2 было, 3. Сколько надо мне еще раз его убить? Мы оба промахнулись. Я не знаю. Записки свои. Только теперь в конце, когда все потеряно, я понимаю. Я с нетерпением следовал по стопам Саэцу. Я видел то, что видел Саэцу. Я думал то, что думал он. Я делал все, что он делал до меня. Я стал Саэцу. Иронично, что здесь на пороге смерти я вновь обрел некоторую ясность. Если обряд спуска будет проведен снова, цветущее лицо Сакуи станет маской и расцветет еще больше. Согласно легенде, чтобы запечатать сосуд, расцветший в предыдущий день спокойствия, обряд спуска был проведен еще раз. Я не могу быть уверен, но думаю, что если вернуть сосуд в то состояние, в котором он был, когда принимал души умерших, то вернется и ее душа. Но чего не хватало в том обряде спуска? Что-то, что могло бы успокоить беспокойную душу, чтобы зазвучать в ней и принести ей мир. Фрагмент черной маски вверху. Маска лунного затмения. Все 4 части соединяются и образуют целую маску. Значит, это маска лунного затмения. Мне теперь дадут пройти наверх? Наконец-то или нет? Это был последний бой с папашкой или что? Я на него просто 40 пленки истратил. 10 лечилок. Какой-то кошмар просто.
Так, ну у нас есть хотя бы сейф-рум. Сколько у меня? 60. Максимальная мощность или все-таки чувствительность? Я подожду, пожалуй. Так, давай, что мы докупаем? Да, лечилки, конечно. Просто на все. Сколько мы еще будем подниматься, скажите мне? Так. Это что, последний виток? Да ладно. Это была просто бесконечная башня. Скорее всего, она работала так же, как и в Марио последний уровень. Ты будешь бегать кругами, пока ты не сделаешь определенные вещи. Так, ладно, сохранение есть. И мы наверху. Затмение Сакуи на маяке. И это обошлось мне целый один снимок. Какой-то предмет есть. Саяка наблюдает за рукой. Я не понимаю, какой предмет тут можно собрать. Ладно, уже, по-моему, не важно. Рука, играй лунную песню. Это нота, что ли? Скорее всего. Легенда о лунной песне. На острове Ирагетсу живет дева-хранительница Луны. Эта дева играет на лунных звуках и защищает Луну для всех. Остров изобилует множеством форм лунных звуков, и для каждого из них есть свое духовное состояние. Один из лунных звуков — это лунная песня, мелодия, которая позволяет духу достичь Луны. Временами бедствия могут постигнуть Луну, худшие приносят резонанс и то, что с ними расцветает. После такого бедствия на Луне дева играет на лунной песне. Лунную песню, наверное, дева играет. Чтобы успокоить беспокойную Луну и души, позволив этим душам вернуться в посвященное царство. Священное, наверное, царство. Что-то мне эта мелодия не нравится. Она какая-то, как будто... Не знаю, что-то не то в ней. Как будто скрипка расстроена. A final battle. Да? Да, мне к роялю надо. Она меня не пустит. Где тетя?
Давай-ка им таким вот нулевым кадром долбанем. Ее только найти надо. Чтоб как следует ей по макушке прилетело. Да ладно. И кадр не засчитали. Ай, какая беспокойная. Нормально попал. Давай уж последний кадр. Где? Ну, не хочу ее какой-нибудь ложовой пленкой добивать. Где там? Тебе осталось-то чуть-чуть. Сзади. Классика. Там свурки устраивает. Знает то, что ей сейчас хана придет. До свидания. Так, ну что, я к клавесинам пошел. Какая тишина сразу, ушам даже приятно. Подожди. Собирать-то нечего, да? Я думал, тут костюмы валяются. Ну, костюмы по прохождению, когда игра уже закончится. А это уже финал. Костюмы другие пооткрываются. Давай. Рука, играй лунную песню. Moon Song. У меня есть партитура из комнаты матери. И руководство по ее расшифровке из комнаты отца. Угу. Итак, это лунная песня. Лунная песня — мелодия, позволяющая духу достичь луны. Будучи таким бедствием в луне, лунная песня должна умиротворять сметенную луну и души, позволять этим душам вернуться в посвященное царство. Мы сейчас это играть будем, да? Наверное, полную мелодию мне нужно будет сыграть. Да. Согласно оценке, это должна звучать вот так. С первого раза отлично вообще. Она прям как граф Дракула на своем Моргане сидит, лупит на этом маяке, вспоминая обо всем, извлекая из, я так понял, ну, из танцовщицы демона. Она сейчас маску, ой, маску потеряла папкину. Ой, дура. Покойник помог. Детектив. Отца. Все, закрой ей рот.
В общем, все души с острова поднялись и освободились. Папа, Рука. В общем, мы всех спасли. Все стали добрыми, местами живыми. Походу. А нет, ну папа улетел. Подожди, вернись. Да, ну они улетели туда, где надо быть. 120. А почему не вверх? Почему вниз? Ладно, досмотрим типа. Ладно, все равно от авторских прав не избавиться, так что давай пропускаем сцену. Но вообще она играла другую музыку в течение всей игры. Ну ладно. К чему это было, неважно. Не очень хороший ранг. Я думал, хотя бы С дадут или Б. Ладно. Стоп-линза разблокирована. Какая-то чувствительность, полоски. Повседневные. Ну, кимоно, короче. Аксессуары разные. Ладно. Разблокировано, и бог с ним.
тоже говорит о том, что игра пройдена. Вот, ну, мы на этом будем тоже заканчивать стрим. Всем спасибо за просмотр. Вот такая вот игра. В принципе, ну, она мне понравилась. Жалко, перевода адекватного нету. И нельзя текст было крутить вверх-вниз, чтобы этот адекватный перевод почитать. Так что вот эти вот два пункта были не очень. А так, в принципе, она, как и все части Fatal Frame, она интересная, с интересным сюжетом, с интересным лором, музыкой, в конце концов. Вот. Так что... Правда, вот последний момент с этой винтовой лестницей и с дракой с отцом этой бесконечной было не очень. А так вроде нормально. Вот, ладно, будем на этом закругляться. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.